Всех приветствую на канале Алекс Войда. Добрый день. Хочу показать малку свою. Вот такая малочка у меня есть. Самая обычная, заводская. Ничего в ней сверхъестественного нет. За исключением нескольких недостатков. Во-первых, она не держит угол. Это раз. Во-вторых, корпус этой малки пришлось доработать. Пришлось его подшлифовать, потому что она не хотела стоять на плоскости. Все время качалась как-то. Ну а в-третьих, пришлось еще здесь подтачивать. В общем, малка так себе. Поэтому разбираем. Это в помойку. Это оставляем. Есть клен. Латунь, кусочек ореха, и сделаю я новую малку себе. Сделаю рукоятку наборную и вставлю это перышко обратно. Будет новая малка. Мне нравится работать красивым инструментом. Нравится, когда инструмент не валяется как попало, а хранится в кейсах. Я уже сделал один кейс для своего инструмента. В нем хранится клеймо логотип. Этот проект так и называется – Логобокс. Ссылка наверху приведет вас прямо к нему. Малка – это инструмент для разметки, переноса углов и черчения параллельных линий. Она используется как в столярном, так и в слесарном деле. Есть даже огромные строительные малки. Это простой и древний как мир инструмент. В старину его еще называли наугольник. Такое описание можно встретить в толковом словаре Даля. Впрочем, так называли все инструменты для измерения и нанесения углов. А еще так называется река – левый приток Тереха. Она берет свое начало в ледниках на северном склоне горы Эльбрус.
Сталь, латунь и дерево всегда выигрышно дополняют друг друга. В своих проектах я использую разнообразные материалы и с их помощью создаю оригинальные и интересные вещи. В ход идут даже шестерни грузовиков. Из одной такой шестерни я сделал упоры для книг. Массивные и брутальные, теперь они удерживают книги по инженерному делу. Очень символично. Ссылка в правом верхнем углу с инженерной точностью приведет вас к этому проекту. Так, что получилось? Вот моя малка оригинальная, заводская. Разбираем. А вот ее новая ручка. Ну вот. Совсем другой коленкор.